Всем привет, это канал Ферма для себя. У нас сегодня небольшое видео, опять же, про кроликов, и немножко похвастаюсь про наш урожай. В прошлом году урожай не задался, поэтому в этом году есть чем похвастаться. Показывать буду не все, а только то, что выросло. То, что не выросло, не покажу. Сегодня также мы взвешиваем кроликов, им ровно месяц, как они родились. Я уже подготовился, взял такие кухонные весы и маркер зеленка. Он мне понадобится, чтобы ставить кроликам метки на ушах и определять, кто мальчик, кто девчонка, так как через 2 недели их уже надо будет рассаживать. У нас в хозяйстве 3 крольчихи. Одна не родила, и поэтому мы дали второй шанс. Но вот буквально на днях я поставил ей маточник, и она уже туда натаскала сена. Примерно через неделю она должна родить. Здесь у нас крольчиха принесла 4 крольчат, но очень крупных. Их я буду взвешивать в конце. А в последней клетке крольчиха принесла целых 16 крольчат. Из 16 крольчат осталось 10, и сегодня мы с них начнем. С последнего нашего визита прошла неделя. Кролики подросли, уже прыгают и скачут по клетке, все активные, все здоровенькие. Вон, малыши уже вовсю едят сено, едят комбикорм и сосут молоко мамки. Им осталось с ней жить около 2 недель, а потом придется их отсаживать в отдельные клетки. Здесь 10 крольчат, очень много серых, и надо как-то их различать. Буду смотреть под хвосты и взвешивать. В интернете есть таблицы, сколько должен кролик весить в определенный возраст, и в 30-дневный возраст эти крольчата должны весить от 550 до 650 грамм. Сегодня мы это проверим, взвесим каждого и пометим ушки. Мальчиков я буду, если это будут мальчики, иди-ка сюда. Если это будет мальчик, вот сюда куда-нибудь будут ставить зеленую метку, чтобы потом было легче рассаживать. Сравним, сколько девчонок, сколько мальчишек. Стоит поставить весы в клетку, и малыши уже интересуются, вовсю грызут, нюхают, окружают. Сейчас возьмем первого малыша. Вот этого товарища мы взвесим. Тихо. Не шевелись. 690. Сегодня у нас первый осмотр. Надо определить его пол. Не знаю, получится ли у меня. Ну что ты царапаешься? Господи. Такой прыткий. Надо заглянуть крольчонку под хвост. Если будет петелька, то это девочка. Здесь у нас явно видно пипиську, значит это мальчик. Ставим метку. Метку надо поставить куда-нибудь, чтобы он точно ее не содрал. Но через неделю будет видно. Вот так я его пометил. 500 грамм. 590 грамм. Посиди. 600 грамм. 630 грамм. Крупненький крольчонок. Самый маленький пока что 500, но все они примерно по 600, по 700 грамм. Уже 5 мальчишек, 1 девчонка. 6, 8, 9. Так, последний. Остался последний серенький из этого выводка. Ну-ка. Тихо, сиди. 695 грамм. Крупненький. 590 грамм, 650 грамм. Такой вот у нее цвет, их всего 2 штучки у белой мамки. Куда ты? 590 грамм. И это тоже мальчик. Вот такое количество получилось. 8 крольчат мальчиков и 2 самочки. Не знаю, нормально это или нет. Это первые кролики, которых мы завели. Но ничего страшного, мы рады всем. 7, 8, 9, 10. Все на месте.
Следующие крольчата у нас находятся в соседней клетке. Их всего 4 штучки. И поэтому они гораздо крупнее своих соседей, хотя родились там на день позже. Вот этот цвет мне так нравится. Он вообще такой пятнистый. Очень жалко его даже на мясо пускать. Возможно, мы его оставим. Куда-то побежал. Вот ты и попался. Ой, толстяк. Ну-ка, посиди. Ладно. Кило 65. Вот такой в месяц жизни. Малыш. Все, сейчас проверю. И если это пацан, поставлю метку. Все, это у нас пацан. Наконец-то еще одна девчонка. Кило 100. Весит он кило 100. И кто-то у нас девочка. Еще одна девчонка. В этом выводке все гораздо лучше. Здесь 2 мальчика и 2 девочки. 3 месяца назад у нас, получается, было всего 4 кролика куплено, а сейчас уже почти 20. И одна крольчиха скоро вот-вот принесет крольчат. Судя по всему, придется строить еще крольчатник, так как места нам будет не хватать, да? Ушастик. Если мы вот таких красавцев будем оставлять на потомство, то нам нужно строить еще кучу клеток. Все, иди домой. Если вам интересно смотреть наш канал, то обязательно подпишитесь, ставьте лайки, дизлайки, прокомментируйте, если вам не сложно. Это все улучшает канал и его рекомендации. А мы будем дальше развиваться, заводить новых животных и расширяться. В первую очередь я хочу показать картошку, которая у нас выросла. В прошлом году мы ее сажали на поле, она была так себе, можете посмотреть ролик для сравнения. А в этом году я уже сажал на грядку, мы все удобряли с Леной навозом. Кстати, есть майское видео. Сейчас берем лопату и покажу, какой у нас урожай картофана. В этом году картошкой занимался лично я. Даже вот здесь немножко покопал для проверки, чтобы не опозориться. Весь сезон картошку я присыпал скошенной травой. Получилась вот такая мульча. Она замечательно защищает от сорняков. Конечно, какие-то вырастают, но их буквально единицы. И пропалывал я несколько раз за сезон, потратив на это по полчаса. Повыдергивал единичные травинки, вот как здесь. А так, в принципе, картошка чистая. Посмотрим, какой урожай у нас в этом году. Сейчас возьму лопату и покопаем вместе. Видно, что уже листва подгнивает. Вянет, видно даже картошечку. Ну-ка. Вот такие картошины у нас в этом году. Ну как вам урожай? Я считаю, более чем. Вот такой результат с первого куста. Каждая картошка, я не знаю, сколько весит. Наверное, грамм по 200. Вот это прям вообще.
Вот такая у нас картошка в этом году. Считаю, что за нее надо поставить лайк, так как в прошлом году была вот такая. Такие были. Ну и самая крупная, наверное, вот такая попадалась, единичная. А здесь, сами видите, еще каждая картошка у нас весит по 350 и по 600 грамм. Есть, конечно, и обычные, поменьше, но с 4 кустов я считаю, что это более чем достаточно. За моей спиной сейчас находится компостная яма, в которой мы весной также посадили тыкву. Сейчас дойдем, покажу тыкву. У нас есть несколько компостных куч, это одна из них. И вот мы сюда посадили тыкву. Она разрастается, ее никто не стрижет. Посмотрим, что вырастет. Но некоторые тыковки уже появились. Здесь, конечно, есть и маленькие, но есть и вот такие. И эта компостная куча, конечно, нас удивила. Вот такая, а там в глубине еще больше. Вот такая тыква. Зимой мы планируем этой тыквой подкармливать кроликов. Вот такой у нас урожай в этом году. Я им очень доволен. На этом ролик заканчивается. Обязательно нас смотрите, подписывайтесь, комментируйте. Всем пока!